В сериале «Великолепный век» мы с вами познакомились с таким персонажем, как Джанфида Калфа. Она была преданной служанкой Нурбану, служа Калфой в гареме Шахзаде Селима. Зрителям сериала Джанфида запомнилась просто величайшей интриганкой. Ведь именно она спасла Нурбану после драки с Хуриджи-хан, благополучно найдя и спрятав сережку. И именно она украла кольцо Хюррем, передав его Нурбану как символ власти. Никому и в голову не могло прийти, что этот персонаж фактически второго или даже третьего плана является исторической личностью. Она жила во времена Хюррем, имела влияние во времена султана Селима, а затем его сына Мурада. И действительно, уж больно хорошо ладила с Нурбану Султан. И по традиции, друзья, вы можете помочь моему каналу. Для этого важна ваша поддержка бесценными для меня лайками, комментариями и репостом. Именно зрительская активность делает мою работу нужной и интересной. Заранее вас всех благодарю. Итак, сериальная Джанфида Калфа в действительности в истории носила имя Конфида Хатун. Она была черкесского происхождения, а значит наверняка красива и очень умна. Почему она не стала любимой Шахзаде Селима, не ясно. Но вот в Османскую империю она попала не одна. Ее родной брат, получивший впоследствии имя Ибрагим, стал не последним человеком при дворе Селима. А именно, он служил ему в качестве бейлербея Диярбакыра. Да-да, друзья мои, эту должность когда-то занимал будущий супруг Михремах Рустем. Затронув в моем рассказе брата Конфиды Ибрагима, сразу расскажу вам его историю, так как она очень мала. Во всяком случае, я глубоко о нем информацию не собирала. Ибрагим был влиятельным человеком во времена правления султана Селима, сына Хюррем. Но однажды злые языки, написав соответствующую жалобу султану, добились его отставки. Более того, Ибрагима заключили в тюрьму. Как только его родная сестра Конфида не старалась обелить брата перед Селимом, используя при этом все свое влияние на Нурбану, ничего не вышло. Однако, когда Селим умер, а к власти пришел его сын Мурад, Нурбану стала Валиде Султан, и, естественно, брата Конфиды отпустили. Хотя есть другая версия. Ибрагим задарил дорогими подарками Мурада, и тот сжалился, мужчину отпустил, вернув на прежний пост. Ну да ладно, вот про него и вся собственная история. Вернемся к Конфиде Хатун. Друзья, напоминаю, что у меня появились дополнительные площадки для тех, кто не хочет или не может смотреть мои видео на YouTube. Кроме того, мои ролики на других площадках, таких как ВКонтакте и Дзен, выходят на 3-5 дней раньше, чем на YouTube. И не забывайте про телеграм-канал. Что-то нас там совсем мало. Приходите, рада всем вам. Конфида была близкой подругой Нурбану, если можно, конечно, говорить о дружбе в гареме. Она способствовала решению большинства интриг Нурбану, но находилась при этом в старом дворце. Не знаю, друзья, не смогла отделить семя от плевел. Вроде как гарем переехал в Топкапы еще при Хюррем. Почему гарем Селима жил в старом дворце, неясно. Ну и ладно. Когда на трон взошел сын Селима и Нурбану, Мурад, Конфида переехала в Топкапы стараниями новой Валиде Султан. Те из вас, кто внимательно следит за историей Османской династии на моем канале, уже знают, что у Мурада была любимая наложница Софие, которая находилась в бесконечном противостоянии с Нурбану. Нурбану всячески хотела отвадить Мурада от этой рабыни, но Мурад ее по-прежнему сильно любил. Конечно, Мурад был любвеобилен, но Софие всегда занимала рядом с ним почетное место. София в то время одна противостояла целой коалиции против нее. Во главе этой враждебной ячейки стояла Нурбану, ее дочь Исмихан, главный евнух Газанфер-ага и вот эта самая преданная Конфида. Представляете, да, какой она была силы? Калфа, я имею в виду.
Конфида занималась обучением девушек в гареме и по-прежнему решала самые сложные задачи для Нурбану. Подошло время умереть Нурбану. Она призвала Мурада и настояла на том, чтобы он оставил Конфиду при себе, так как та была очень влиятельна и являлась самой надежной рабыней гарема. Мурад послушал свою мать, оставил в гареме Конфиду, а та умудрилась примириться с София Султан и продолжила свой неизменный путь самой преданной Калфы уже при Софие. Указом Мурада Конфида была назначена главной Калфой, фактически управляющей гаремом на уровне рабыни, разумеется, но влиятельна она была. Власть Конфиды в гареме Топкапы закончилась со смертью султана Мурада. Да и куда уж. Конфида была уже довольно стара, а потому после похорон Мурада была сослана в старый дворец, где и закончила свои дни. Точная дата рождения и смерти, как вы понимаете, нам неизвестны, но Конфида была очень набожна, это доподлинно известно. Она получала довольно высокое жалование, находясь уже в старом дворце на склоне лет. Новый султан Мехмед платил старой Калфе 200 акче. Конфида оставила после себя наследие в виде мечети. Активно занималась благотворительностью, поддерживая больницы и медресе, раздавая милостыню. В Турции до сих пор чтут Калфу светлой памятью. В окрестностях отеля «Конфида Хатун» проводятся различные благотворительные мероприятия. Вот такого вроде маленького человека показали в сериале, а в действительности большим человеком была Конфида. Друзья, я не придумываю историю. Собираю для вас информацию по крупицам из различных источников, доношу ее до вас такой, какой понимаю сама. Надеюсь, вам здесь нравится. За ваше внимание мой низкий поклон. Всех обняла, Оливия.